12 телезрителей против знатоков. Елена Тишина из Санкт-Петербурга, Андрей Колесников, Ливны, Наталья Семенова, Москва, Александр Малиевский, Звенигород, Юлия Уварова, Саранск, Полина Игнатьева, Круг, Витебск, Алексей Нестеров, Минск, Диана Рябкова, Псков, Николай Сущенко, Карабулак, Вагея Мартиросян, Ереван, Марина Ананьина, Химки, Юлия Сусликова, Бронницы. Начинаем игру. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня нас ждет крайне необычный финал. 4 команды знатоков выиграли 4 отборочных игры в зимней серии, и все они примут участие в финале года. И играть они будут за общую победу. Победа общая и приз общий. Зимняя серия прошла столь ярко, что мы решили ее повторить, только в миниатюре. Будет 4 отборочных игры, по 2 раунда для каждой команды, и финальная часть, в которой сыграют лучшие. И последнее. В такой необычной игре я решил уступить свое место телезрителям. 13-го сектора сегодня не будет, а будет игра 12 телезрителей против 24 знатоков. Итак, против телезрителей сегодня сыграют 4 команды знатоков, которые в зимней серии обыграли телезрителей с одинаковым счетом 6-5. Команда Александра Друзя, команда Бориса Белозерова, команда Андрея Козлова. А первой сядет за стол команда Максима Поташова. Интересы знатоков защищает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Интересы телезрителей главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Финал 2022 года. 12 телезрителей против 24 знатоков. Играем до 6 очков, счет 0-0. Первый раунд. Итак, господин Поташов, добрый вечер. Добрый вечер. Что-то мы с вами прощаемся и никак разойтись не можем. Это ваша 5-я игра в этом сезоне. Так, Максим, мы и до 100-й вашей игры скоро домчимся. Я не тороплюсь. Максим, вы играете первыми, вам сложнее, поэтому для вас очень важно выиграть 2 раунда, если, конечно, вы собираетесь вернуться за стол. И, кстати, экономьте минуты, если есть такая возможность, это вам может пригодиться. Как у вас настроение? Вы когда-нибудь играли игру из 2 раундов, отборочную? Нет, не было такого. Ну, будет прекрасный опыт. Итак, кто же у нас начнет? А начнет у нас Ереван. Против вас играет букмекер
Ваге Мартиросян из Еревана. Итак, Ваге, добрый вечер. Добрый вечер. Как ваши дела? Нормально. Нормально? Да. Ваге, наверное, всем телезрителям сегодня важно, какая команда знатоков им достанется, но для вас это важно вдвойне. Скажите, вы рады, что господина Друзя нет за столом на вашем вопросе? Ну, можно сказать, да. Да, мне тоже кажется, что это очень вам повезло с этим. Господин Мартиросян, да. Скажите честно, вот вам сказали, что вас приглашают на «Что, где, когда», и вы сказали своей жене, что вас вызывают в Москву. Она вам поверила? Да. Да? Прям, правда, вот поверила? Да, так как никогда не лгу. По этой причине. Скажите, ну а что, как вас напутствовала жена? Что она вам сказала на дорожку? Ну, типа, без победы не возвращайся. Давайте попробуем. 7 февраля 2021 года это впервые произошло с хоккеистом Сергеем Мозякиным. 26 марта 2017 с волейболистом Сергеем Тетюхиным. 20 февраля 2014 года с футболистом Ривалдо. Ваге Мартиросян утверждает, что знатока Александра Друзя не просто можно поставить в один ряд с этими знаменитыми игроками. Александр должен этот логический ряд возглавить. Внимание, вопрос. О каком же событии идет речь? Очень мало стоит хоккеистов. Вы что? Валерийца тоже. Но это впервые с ним произошло. Почему вас голова? Мозякин очень долго играл. Все они очень возрастные были в этот момент. Да, и Тетюхин Тетюхин за сборной какой-нибудь включили. Хорошо. Сыграл с сыном, а он сыграл с двумя дочками. Может такое быть? Отлично, хорошо. А там получил что-нибудь, какую-то награду? Тетюхина точно сын играет и здорово. То есть сыграл с ребенком, да? Потому что с двумя детьми? Вышел на поле, а он с двумя дочками играет. Поэтому возглавит. Потому что Возглавить. Ну, его был капитаном, по-моему, этой команды. Ну, это не так. еще Упомянут в вопросе, что-нибудь. что когда- Спорт, это все происходило более-менее весной-зимой, да? Это февраль-март все. Тетюхин доигровщик, Мозякин нападающий, Ривалдо полузащитник. разные, да? Капитаны не... Тетюхин капитаном был, Мозякин не уверен. Пора отвечать. Ну, давайте я рискну сказать, что все эти футболисты, им довелось сыграть, выйти на поле вместе со своими детьми. Ну, не только футболист. Ну, Игроки. хоккеист, волейболист, Игроки. футболист, да, вот они вышли на поле вместе со своими А детьми. Друзь здесь при чем? А Друзь сыграл за столом с двумя дочками, Инной и Мариной. А теперь, внимание, правильный ответ. Всем перечисленным игрокам удалось сыграть вместе со своими детьми. А Александр Друзь сделал это намного раньше. Еще 10 июня 1995 года сыграл за одним столом с дочкой Инны, а уже спустя 6 лет с Мариной. Абсолютно правильный ответ, Ваге. К сожалению, вы проиграли. Максим Поташов вас обыграл. Еще становится 1-0 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, сегодня в нашем зале 12 телезрителей, 2 академика, и все они окружают Владимира Верхошинского. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер. Надо сказать, каждый раз финальная игра, предновогодняя игра, она такая волнительная и конкурентная. И когда телезрители, и тем более академики в зале, то бороться легче. А сегодня есть за что бороться. Сегодня будет использован специальный вклад Альфа-банка. На нем, между прочим, 3 миллиона 265 тысяч рублей. И это абсолютно рекордный размер призового фонда финала года. Благодарю вас. И всю эту сумму разделят между собой телезрители, которым сегодня удастся обыграть знатоков. Если победят телезрители, каждый получается больше 500 тысяч, да? Больше, чем 500 000 рублей на человека, да. А если знатоки, например, выиграют 6-1, то один телезритель может забрать с собой всю эту сумму. Посмотрим, что получится. Мы начинаем второй раунд.
Так, уважаемые знатоки, внимание! После 4 отборочных игр финала года начнутся финальные игры, в которых примут участие 1, 2 или даже, возможно, 3 команды знатоков. Оцениваться будет вклад в общий результат. Количество побед, непотраченная помощь клуба, заработанная дополнительная минута на обсуждение – это в плюс. И наоборот, потраченные минуты или помощь – это в минус. При равных показателях преимущество будет у команды, которая играла позже. Кстати, помощь клуба, естественно, так как и победа на всех одна, и бриллиантовая сова на всех одна, если будет, и помощь клуба тоже на всех одна. И брать ее можно только тогда, когда вы уступаете в счетке телезрителям. Но пока 1-0. Звенигород. И против вас играет инженер-технолог Александр Малиевский из Звенигорода. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, господин ведущий. Я знаю, что вы подходите к своим вопросам творчески. Есть ли у вас какая-то собственная система подготовки вопросов? Ну, она достаточно простая. Я просто составил себе классификацию этих вопросов, по которым я их оцениваю. Вот поэтому я стараюсь быть в русле, и если мне удается его держаться, в общем-то и вопрос удается. То есть получается, что вы даже не редактор, вы режиссер своих вопросов? Да, сам себе режиссер. Точно. Сам себе режиссер. Господин Паташов, при подготовке к съемкам одного отечественного фильма были изготовлены декорации, которые телезритель представил в виде вот такой схемы. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. Что предложил режиссер, чтобы сократить паузы между дублями, вы мне мешаете, при съемках в этих декорациях, и о каком фильме идет речь? 2 вопроса. А что предложил режиссер, чтобы сократить? Могли примагнитить друг друга? Там снимали летом же. Александр Невский, видимо. Хорошо, а «Снежная королева» не может быть? Нет, тоже лед. Это все многоугольники какие-то, да? Еще. Может, как-то скотчем. А что значит сократить паузы между дублями? Они падали? Миш, на чем они Чтобы снимали? обратно собирать, На чем чтобы они- снимали? Насколько я помню, там каким-то нафталином все покрывали. Как это было? Сделать их клейкими, да, чтобы их собирать вместе можно было, да? Вот чтобы они как-то обратно Штырик скреплялись. Магнитится друг к другу. Как маркировать, что прежде Это всего... какой год? 40-й То есть вот примерно. они туда выходят, они пронумеровать, отлично, да, как мозаика. А может быть, ребят, может быть, напилить пазы, как в Базеле? Ну, пазы там явно есть, как они иначе держатся. Ну, то есть просто нанести какую-то схему сборки, да? Пазл просто получается. Да, То есть фильм, собирать пазл фильм, и именно что вот между сделал, дублями. чтобы сократить Да, паузы? ты снимать, собирать да. как пронумеровать. друг Ну так все равно ты Слушай, будешь нет, долго там, их слушай, Там ты долго будешь собирать, куда что ставить. Итак, кто отвечает? Отвечать будет Сергей Николенко. Прошу вас, Сергей. Давайте попробуем сказать, что это схема льдин, так сказать, которые льда, под которые уходили рыцари в фильме «Александр Невский». И, наверное, чтобы их легче было, чтобы этот пазл легче собирался между дублями, их нужно было как-то маркировать, например, пронумеровать, для того, чтобы было понятно, какая льдина на каком месте. А теперь, внимание, правильный ответ. Чтобы сократить паузы между дублями, в этом был, конечно, основной вопрос, режиссер предложил пронумеровать детали, а с их помощью снимали знаменитую сцену. Внимание на экран. Ледового побоища в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Александр Малиевский, к сожалению, вы проигрываете, еще становится 2-0 в пользу знатоков. А у нас смена состава. Вместо команды Максима Паташова в игру вступает команда Андрея Козлова. Прошу вас. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». Сегодня определять лучшего знатока будет Алексей Лихачев. Добрый вечер, Алексей. Вы у нас как Дед Мороз, всегда приходите под Новый год.
Во-первых, господин ведущий, я тоже рад вас слышать. У вас такой очень личный вопрос, понимаете? Вот любой мужчина, он проходит 3 стадии своего развития. Первый, он верит в Деда Мороза, второй не верит, а третий, он сам Дед Мороз. Да. Видимо, уже знаменуется переход в основную фазу жизненного цикла. Да, я уже давно в ней пребываю. Алексей, я знаю, что вы человек занятой и наверняка не видели все отборочные игры зимней серии. И у вас такая есть возможность за одну игру получить представление обо всех игравших командах. Господин ведущий, хотите верить, хотите нет, я смотрел все игры. Последнюю игру смотрел из Минска по интернет-трансляции. Много прекрасных моментов, действительно очень драматично и очень победно. И вы правильно сказали, что сегодня концентрация будет фактически всего зимнего сезона. Но мне очень понравились, как говорят спортсмены, сейвы. И Дарья Любинская, и Михаила Савченкова. Это были, что называется, такие золотые моменты. Золотые моменты, абсолютно достойные всего сезона. Благодарю вас, Алексей. А сейчас реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Денис, добрый вечер. Добрый вечер, По господин традиции в финале года нет суперблица, поэтому приз от компании «Винлайн» никто не получит. И это печально, потому что, действительно оказалось, что в этом сезоне-то что-то должно такое быть. Это очень расстраивает, тем более, что знатоки были невероятно близки к победе. Но теперь придется ждать уже следующего года. И такая пауза, кстати, вот те, кто следит за спортом и те, кто работает с Винлайн, этой паузы не почувствуют, потому что в приложении Винлайн очень много прямых трансляций, очень много продвинутой статистики, да и разных спортивных плюшек. Так что вы скачиваете мобильное приложение Винлайн и получаете удовольствие от игры и спорта. Денис, благодарю вас, а мы продолжаем игру. 3-й раунд. Итак, уважаемые телезрители, мы начинаем вторую отборочную игру финала года. И за столом команда Андрея Козлова. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поздравить, во-первых, вас с вашим днем рождения. Вы ведь в день рождения, Андрей, по-моему, ни разу не играли. Какие ощущения за столом в день рождения? Да, в общем, прямо скажем, такие же. Я очень надеюсь на подарок в виде победы всего клуба сегодня в игре. Андрей, а говорят, что именинникам должно вести в день рождения. Вы как считаете? Когда клуб выиграет, я скажу, что эта примета работает. Давайте посмотрим. Вам нужно внести свой вклад в общую победу. Карабулак. Против вас играет системный администратор Николай Сущенко. Село Карабулак, Казахстан. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте, господин ведущий. Наверное, многие телезрители сейчас про себя сказали. Опять Сущенко. Сколько уже можно? Это ваш 20-й раунд в нашем клубе. Вы знаете, Николай, некоторые подозревают, что вы мой родственник. Я скрываю это, постоянно скрываю. Николай, что мне им ответить, скажите? Что посоветуете? Родственник или нет? Или Да. вообще? Ну что вот ответить? Вот говорят, вот Сущенко все время играет. Наверное, родственник Крюка. Я не знаю, что ответить. Пусть читают больше книг. Книга не только источник знаний, источник вопросов. И просто не лениться, надо посылать вопросы, придумывать и посылать. И сыграть может каждый. Николай, я бы ответил так. Вот вы согласитесь со мной или нет? Вы профессиональный телезритель. Телезритель, который профессионально занимается, кроме основной работы, конечно, вопросами. И мы с вами не родственники, а родственные души. В том смысле, что вы, как и я, все время думаете об игре «Что, где, когда». Согласны? Абсолютно согласен. Николай, еще хочу вам сказать, что Дарья Любинская как-то призналась, что больше всего боится ваших вопросов. Вы рады за нее, что она избежала встречи с вами? Хотелось бы все равно встретиться с ней когда-нибудь. Давайте перейдем к вопросу. Госпожа Александрова, вы знаете, кто такой Эмиль Кио? Да, конечно. Да, это артист, иллюзионист, отец иллюзиониста Игоря Кио. Да, конечно, знаю. Так вот,
Эмиль Кио вспоминал, что в начале 30-х годов ему пришлось пересмотреть и даже изменить постановку почти всех своих номеров. Внимание, вопрос. По какой причине? Поменялась ассистентка. Ассистентка поменялась. Его была жена, она забеременела. А почему? У него всегда ассистентка была жена. Звуковое кино появилось. Появилось звуковое кино. И как-то могло... Подожди, может кто-то стал фотографировать и следить? И может быть сняли, а может быть сняли фильм про то, как он снимает, делает трюки. А у нас какие-то трюки можно было почти всех своих трюков. Вообще используют двойников очень много. Может быть, не обязательно жена даже. Может, ближе стали Может, у него зрение ухудшилось, ему очки нужны были. А там у него нет. Людям проще стало. Больше на технике. Кио работал в основном на технике. Так что все-таки? Ассистентка очень хорошо. Начало 30-х. Очки появились у людей вообще. И что? Бинокль, это все было. И что? Бинокли тоже были. Могли быть, они раньше были. Контролировать начал, поэтому... И что? Декораций меньше надо. Метро в Москве, нет? Начало 30-х. Ну, вы замолчали. Лошади. Итак, кто будет отвечать? Знаете, я попробую ответить с подачи Михаила Скипского. Очень часто в иллюзионных номерах, это и у Эмиля Кио было, и у Игоря Кио, используются двойники. В основном девушки красивые. Одна красивая девушка заходит в одну кабинку, раз, два, три, и она выходит из другой кабинки. Это можно сделать только в том случае, если использовать двойников, близнецов. И вот если, например, одна из девушек вышла замуж и... Забеременела? Да. Забеременела. Мне очень понравилась версия Скипского, да. То использовать уже это было невозможно. И были вынуждены пересмотреть очень многие из этих номеров, в которых вот она использовалась. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Козлов, ну я знаю, что вы-то цирком увлекаетесь. Скажите, какие... Извините, я проговорился. Я увлекаюсь. Вы фокусами увлекаетесь? Да, а где фокусы показывают? На арене цирка. А еще? Эмиль Кио показывал на арене цирка и на театральной эстраде. Так. И теперь подумайте, что же произошло в 30-х годах? Нет, ну в цирке и тогда он показывал. Он перешел выступать в цирк, вы имеете в виду, с эстрады? Совершенно верно. Это я имею в виду. Для иллюзиониста важно не выдавать свои секреты зрителям. До 1932 года Эмиль Кио выступал на эстраде. Зрители видели фокусы только со стороны зала. А номера пришлось изменить, когда иллюзионист стал работать в цирке. Ведь на манеже он виден зрителям со всех сторон. Поэтому пришлось изменить постановку всех номеров. 2-1. Николай Сущенко, первый кандидат сегодня. Николай, вы не против, чтобы был 6-1 в пользу знатоков и весь призовой фонд ушел с вами? Абсолютно согласен с таким счетом. Господин Поташов, а у вас, Максим, а в вашей команде сейчас была эта версия, нет? Юра Филиппов придумал. Юрий Филиппов. Молодец, Юрий. Ну, ничего страшного. 4-й раунд мы начинаем. Итак, уважаемые телезрители, если игра не завершится за счетом 6-2, либо еще крупнее, отборочные игры закончатся и начнется новый этап. Если к тому моменту счет будет 5-3 в пользу телезрителей, то игру будет заканчивать только одна команда, лучшая в отборочных играх. Если счет будет, например, 4-4, шанс будет и у второй команды, то есть первая проиграет и сядет вторая. А при счете 5-3 в пользу знатоков, то, может, сядет и вторая, и третья. То есть там вы уже будете соревноваться. Но сейчас я к тому говорю, господин Козлов, что вам не обязательно занимать первое место. Вам важно ответить сейчас, чтобы дальше претендовать все-таки на продолжение борьбы. Санкт-Петербург. Против вас играет учитель Елена Тишина из Санкт-Петербурга. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, господин ведущий. Против знатоков вы играете в первый раз в жизни. Скажите, а когда вы в первый раз в жизни отправили вопрос на игру? Я была студенткой и на 4 курсе. И тогда Примерно отправила... сколько лет назад? Так, лет 20. Лет 20 назад. И сколько же вы вопросов отправили за 20 с лишним лет? Ну, где-то, наверное, приблизительно, я не считала, но где-то, наверное, 40. 40. И смотрите, как получилось. То есть ваш первый вопрос сразу выпал на финал года. Господин Козлов, Да. во время Первой мировой войны германские солдаты их очень опасались. И даже прозвали «адские леди». А у нас за кулисами находится непременный атрибут этих адских леди, которого особенно страшились. Внимание, вопрос. Что у нас за кулисами? Волынка хорошо. Почему? Шотландцы, Шотландцы, потому что... да. Может быть, юбка все-таки? Нет, батальон Бочаровой. Атрибут. Волынки, конечно. Да, они в атаку шли с волынкой обязательно. Марш. И они их опасались? Ну, конечно, боевой марш играют. Еще, хорошо, это понятно, еще. Какие-то дирижабли, огни светят. Женщины-летчики против... Ребята, они могли бояться пчел, ос, которых бы на них выпускали, например? Гадюки, да, какие-нибудь. А что за атрибут тогда? Снайперов не было, наверное, а Красный Крест был. Летчицы, но Летчицы тоже не было, наверное. Еще! Был женский батальон, но какой-то атрибут, винтовка. химические атаки, что там было? Совсем Противогазы были. А почему они Танки, не были? Танки, атрибуты какие у танка нет? Гусеницы. Где-то еще могут быть Кожаная юбки? куртка. Они там в окопах в основном еще сидели. Снайперы Они точно какие-нибудь. опасались. Ну да. Точно волынка, точно не юбка. Ну, Нет, не точно. ну, самый главный атрибут. Ну, это уж такое дело. Да. Потому и дьявольский. Да. Музыка такая. Ну да, боевой марш. Кто за кулисами? Итак, отвечает Отвечает Михаил Скипский. Михаил, прошу вас. Думаем, что за кулисами волынка. Теперь, внимание, правильный ответ. Дополнительный вопрос, Михаил. А что это за леди? Ну, это, видимо, шотландские войска, шотландские стрелки, которые почему в кил... леди? Ну, они в килтах же, в юбках. Поэтому леди. Ну да. Поэтому Адские леди так прозвали тех, кто подрывал боевой дух противника пронзительными звуками. Да. Волынки. А леди, потому что это были шотландцы, которые носили традиционные юбки. Благодарю вас, Александр, у вас здорово получилось. Елена, и вас благодарю, но победили знатоки. 3-1. 3-1 в пользу знатоков. А у нас смена состава. Вместо команды Андрея Козлова в игру вступает команда Бориса Белозерова. Ну, вроде все на месте, и мы начинаем 5-й раунд. Уважаемые телезрители, в третьей отборочной игре финала года за столом команда Бориса Белозерова. Какие, скажите, у вас ощущения от самого факта, что вы в финале? Госпожа Любинская, вот вы в финале года, первый раунд. Какие у вас ощущения? Вы так долго к этому шли. Я очень счастлива, и для меня, и мне кажется, для всей нашей команды огромная честь, что мы делим этот финал с такими мэтрами игры. Господин Николаевич, а у вас какие ощущения? Я, честно говоря, пока не понял, господин ведущий. Сейчас. Госпожа Самойлова, а у вас? Я в шоке. Так, главное, чтобы не во время обсуждения. Никита. Дух немножко перехватило, но сейчас, я думаю, полегче будет. Господин Кофеатуллин, вы в финале года. Лучше впереди. Борис, ну а вы нам расскажете, Ливны, каково это играть при телезрителе? Против вас играет юрист Андрей Колесников, город Ливны, Орловская область. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, господин ведущий. Смотрите, что произошло. Вы болельщик команды Бориса Белозерова, и она оказалась за столом. Вы рады этому или Очень, наоборот? Очень. Ну а чем вам нравится эта команда? Почему вы так хотели против нее сыграть, и вот Волчок вам ее выбрал? Эти ребята из моего поколения, поэтому близки мне по мировоззрению.
Господин Белозеров, в прошлом году в один из московских магазинов косметики зашла покупательница. Она дотошно все себе подбирала, категорически отвергая изделия из стекла, некоторых видов пластика и решительно отказывалась от косметики с рассыпчатым содержимым. Внимание, вопрос. Чем были вызваны такие необычные требования? Съемки космоса. Персив. Она летела в космос, да, я понял. Нельзя в космосе стекло. Пластик нельзя в Нельзя космос? тяжелое. Все, что имеет Пластик легкий, почему Пластик, пластик стекло, нельзя? они еще прозрачные, если что. Стекло может разбиться и осколки, почему нельзя пластик? В чем его недостаток? Хорошо. Разлетится везде, Ну, просто да, убирайте, я замучаете. Я думаю, что скорее всего она искала что-то типа маркера. В космос без украшений летим, может, Нет, что-то она другое? снималась в Я кино. понял, давайте Мне нужна дальше. была Дальше. уникальная женщина из прошлого года. Да. Вот уникальная женщина из прошлого года. Спортсменка, возможно. Олимпиада была. Камила Валиева, Анна Щербакова. Да, фигуристки, ребят. Нету фигуристок. Не выберем, много разных. А если водный какой-то макияж? А водная синхронистика. Летние были. Хорошо, давайте... Что еще, если это не женщина, например? Ну нет, там четко сказали, что женщина. Еще раз, это же рассыпчатые какие-то вещи, прозрачные, блестящие. Итак, прошу, кто отвечает? Господин ведущий, ответит Дарья Любинская. Дарья, прошу вас. Чем были вызваны такие необычные требования? Нам кажется, что эта покупательница собиралась отправиться в космос на съемки первого фильма, которые снимались в космосе, и ей нужна была такая косметика, которая, не разлетится на станции и никак не помешает ее коллегам-космонавтам. А теперь, внимание, правильный ответ. Покупательница подбирала косметику, внимание, на экран. Для полета в космос это была актриса Юлия Пересиль, которая готовилась к съемкам первого в мире художественного фильма на МКС «Вызов». 4-1. Андрей Колесников проигрывает, а счет уже 4-1 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, если в наступающем 2023 году вы хотите сыграть против знатоков, присылайте свои вопросы по электронной почте, по почте, либо просто заполните форму на сайте tvigra.ru. Господин Колесников, а вы каким способом пользуетесь? Электронная почта преимущественно. Электронная. Госпожа Тишина, а вы? Тоже электронной почтой. Ну, кстати, форма тоже очень удобный метод. 6-й раунд. Так, господин Белозеров, вот прошел первый раунд при телезрителе. Какое впечатление? Ну, как-то вопрос как бы не очень вас напряг, поэтому, наверное, вы так расслаблены были, да? Ну, господин ведущий, понимаете, в таком формате ты вообще не думаешь о том, вот какой вопрос, ты просто садишься, играешь и получаешь удовольствие. Мы очень давно хотели финал года и очень рады сюда попасть. И с телезрителем, конечно, играть отдельно приятно, тем более, что еще казалось человеку самому это приятно, да, тут все выигрыши. Борис, но сейчас вам очень важно забрать это очко не только потому, чтобы приблизить знатоков к общей победе, но и для того, чтобы обойти команду Максима Поташова. Господин ведущий, нам нужно одержать клубу победу, все остальное не важно. Договорились, Борис. Москва. Против вас играет Наталья Семенова из Москвы. Наталья, добрый вечер. Вы уже второй раз играете в финале года, а в 2018 году были в одном шаге, я помню, от «Бриллиантовой совы». Помню, что господин Друзь, ему тогда очень понравился ваш вопрос о лунной сонате Бетховена. Он очень за него ратовал, но приз получил другой телезритель. Скажите, а сегодня вы на «Бриллиантовую сову» рассчитываете? Да, конечно. Вы всегда на нее рассчитываете. Давайте посмотрим, справятся ли знатоки сегодня с вашим вопросом. Господин Белозеров, в одной из комнат дома, в котором в XIX веке проживал граф Михаил Семенович Воронцов, была межкомнатная стена из известняка-ракушечника. Стена была усеяна отверстиями. Некоторые из них были сквозными. Внимание, вопрос. Чем же занимались
хозяин и его гости в этой комнате? И как появились эти отверстия? Стреляли на местность. Нет, они могли просто стрелять из пистолетов. Стрельба полевая по мишени. Хорошо, я Ракушечник. Он пробивается, он не пробивается. Ребята, он не гасит звук. Звук не гасит. Он очень легкий, он не плотный. По этому принципу. Да, потому что... Первый дар. Сквозные отверстия, как сквозные отверстия? Можно пройти. Какая еще? В теннис сыграли. Сквош. Это первая четверть. Из лука стреляли. Давайте обсудим ракушечник. Он белый и хрупкий. Он белый, какой Он довольно хрупкий. Кроме того, что они На стреляли белом в это хорошо видно. что-то еще. Хорошо видно отметки. Слушали, Важно, тушили чтобы сигары. было на белом хорошо. Какие-то ставки. Что мы сейчас имеем? Ну, стреляние мне пока больше всего нравится. Дартс не Стреляли, пробил. решили сигары. Да можно, Воронцову можно. Итак, пора отвечать. Прошу, господин Белозеров. Ну, давайте господин Галачан ответит на этот вопрос. Ким, прошу вас. Возможно, граф и его гости могли просто развлекаться пулевой стрельбой. Ну, стрельбой из пистолетов на меткость. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Семенова, если вы не возражаете, я прошу другие команды, какие у них версии на ваш вопрос. Господин Козлов, у вас какая версия? Александра есть версия. Ну, у нас версия, что, может, они изучали какие-то окаменелости, их вытаскивали, и поэтому получались дырки. Так, господин Друсь, а у вас есть какая-то версия? У нас ровно такие же две версии. Как у Козлова. То есть, в принципе, неважно, кого из знатоков сажать за стол. Версии у всех одинаковые. Господин Поташов, а у вас есть какая-то версия? У нас есть две другие версии, и они мне точно так же не нравятся, как и эти две. Не будете озвучивать. Ну, могу озвучить. Играли в бильярд версия курили. Но курили вряд ли мы будем спрашивать. А бильярд почему плохая? Нет, почему? Она неплохая. Застреляли тоже логично. Но не так интересно. Стена из известняка, в которой буквально продырявили дырку, пытаясь добыть мел, господин Поташов. И делали это для того, чтобы кий не скользил по бильярдным шарам. В этой комнате играли в бильярд. Госпожа Семенова, я вас поздравляю. Вы приносите телезрителям второе очко, 4-2. А у нас смена состава. Вместо команды Бориса Белозерова в игру вступает команда Александра Друзя. Господин Друзь, устраивайтесь поудобнее. Осталась четвертая отборочная игра, но сначала господин Казанский. Скажите, как вам такой формат финальной игры? Какое у вас ощущение? Да, блеск, господин ведущий, потому что, ну, я уже сравнивал, а теперь это точно похоже на хоккей, потому что есть 4 пятерки плюс вратарь, который совершает сейвы, который выбирает правильные ответы, постоянная смена состава, и вначале играют все, а в решающий момент те, кто меняет игру, поэтому это невероятно похоже, мне это очень нравится. Как мне нравится и то, что это был третий сезон дружбы компании Винлайн и клуба «Что, где, когда». И это, конечно, ну, тут еще и личная история, потому что одно дело представлять бренд Винлайн, другое дело представлять его в этом великом зале и иметь удовольствие общаться с такими людьми, как уважаемые знатоки. И я этому очень рад, и это, конечно, невероятные эмоции. И вот положительных эмоций, господин ведущий, я вам желаю в новом году всем знатокам, которые сегодня играют и играли уже за этим столом, тоже таких же правильных положительных эмоций. Благодарю. И до встречи в следующем сезоне «Что, где, когда» вместе с Винлайн. Благодарю вас, Денис. А пока, господин Друзь, сосредоточьтесь, соберитесь. Реклама на Первом канале. Сегодня определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2022 года. Бриллиантовая сова будет вручена лучшему игроку победившей команды. А если сегодня победит команда телезрителей, автор лучшего вопроса получит еще и карту Альфа-банка на сумму 1 миллион рублей. 7-й раунд.
Так, уважаемые телезрители, я напоминаю вам регламент. Кандидатуру обладателя бриллиантовой совы среди телезрителей предлагает Владимир Верхошинский, но с ним должны согласиться академики Наталья Алексеева и Татьяна Медведева. Добрый вечер, дорогие академики. А у знатоков кандидатуру предлагает Алексей Лихачев, а поддержать его должны наши магистры. И в том и в другом случае, если согласия нет, обладателя определяет ведущий. Ну что, господин Друзь, Да, господин ведущий. если вы ответите на 2 вопроса, вам не нужно будет ни с кем соревноваться. Вы просто выиграете эту игру и все. И никаких финальных частей. Предыдущие команды сделали вам задел, и вам просто 2 вопроса. Если бы это было так просто, господин ведущий. Саранск. Против вас играет врач Юлия Уварова из Саранска. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Юля, расскажите, какова была ваша первая реакция, когда вас пригласили на финал года? Вот как это было? Это был очень приятный шок, господин ведущий. И что вы сделали? Я не знаю, пошли мороженое купили или какая у вас была вот первая реакция? Я долго обнимала мужа. А он как-то поучаствовал в вопросе или почему? Или просто вам нравится обнимать мужа? Конечно, господин ведущий. Юль, вот вы написали в своей анкете, я цитирую вас. «Я врач-хирург по профессии, довольно цинично и совершенно не суеверно. При этом уверена, что где когда явление мистическое». Скажите, как это понимать? Что вы имеете в виду? Почему что где когда что-то мистическое? Я уверена, что у вас нет никакого магнита под столом. Так. Я как-то заглядывала под волчок, но когда вы иногда говорите про 13-й сектор, он выпадает. Что это, как небольшое Мистика. чудо? А сейчас, господин Друзь, внимание. Как вы, кстати, Александр, к гейшам относитесь? Я к ним не отношусь, господин ведущий. Ну, дело ваше. Внимание, гейши в пейзаже. Уважаемые знатоки, перед вами гравюра японского художника Сато Токио, написанная в 70-х годах 19 века. Вы наверняка видели копию этой картины, но только с обрезанной правой частью, на том, что находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? В каком-то фильме, нет, в каком-то фильме или в каком-то другом произведении. Может, просто конфеты гейши быть? Там на этом самом, на фантике нет? Термос какой-нибудь, ну вот Покажите какие-то картину. Дайте мне картину. На. Боря, картина наверху. С обрезанной правой частью, да? Значит, полоска какая-то. Да? Какой-то... По форме получается более Ребят, какой-то удлинённый фильм, там в календарь фильме. или что-то такое вот в фильме было. Это вот мне нравится вариант с Обои конфетой, потому что какие-нибудь. вы закрываете правую часть, у вас получается удлиненная по форме Ну а что, картинка. где полоска может Где мы быть? еще видели, да? Так как Просто звучит вопрос? обратите внимание, вот журавли и девушка более Или на знакомы нам, какой-то чем другой вот картине. направо. Или на какой-то другой картине. Вот, На термосе, на веере, Нет, на зонтике. или на картине, или в фильме, где-то вот она использована. Вот это вот, только я не помню где. Мы все видели. Чем мы знаем? Два японское? журавля, Какую-то там. японскую продукцию. Итак, кто отвечает? Господин Друзь. А отвечать будет Оксана Петровна. Так, Ксения, это кто? Оксана, прошу вас. Прошу. Но я, во-первых, сразу хочу сказать, что я очень рада, что мы все играем вместе, но это, конечно, совершенно другая игра. Когда... Сейчас на вопрос, Оксана, Да. если можно. Значит, А потом я с удовольствием вас послушаю. Вот сейчас будет Волчок, мы с вами поговорим. Прошу. Значит, мы думаем, что поскольку правая часть нам знакома менее, чем левая, значит, соответственно, мы знаем вот такую удлиненную как бы форму этой картинки. Оксана, если у вас нет ответа, давайте я оглашу правильно. Конфеты. Что? Мы предполагаем, что мы эту картинку видим на, например, обложке какой-то конфетной сладкой продукции. Ваш ответ понятен, а теперь, внимание, правильный ответ.
подбирались, господин Левин. Ну, подбирались. Картина. Но какое слово главное в этом тексте? Есть журавли, может быть, этот 50... Да нет, Дмитрий. С обрезанной правой частью. Ну, похожее слово, поищите. А? Мистика же. А? Внимание, правильный ответ. Господин Поташов, вы сегодня на все вопросы отвечаете. У вас есть версия на это? Нет, хорошей нет. Хорошей нет. Да это какая-то другая картина, на которой... Частичную копию гравюры Сато Такио с обрезанной правой частью вы могли видеть на картине Винсента Ван Гога «Автопортрет с отрезанным ухом». Картина обрезана, извините, гравюра обрезана, а ухо отрезано. 4-3. Юлия Уварова из Саранска становится третьим победителем сегодняшней игры. Среди телезрителей, я имею в виду. 8-й раунд. Господин Левин, ну чего вам не хватило? Прям вот чуть-чуть. Вспомнил я картину эту, да. Да и картину надо было в словах покопаться. Повторяли бы обрезанные. Почему обрезанные? Почему так сказали обрезанные? Господин ведущий, я не так хорошо знаю творчество Ван Гога, как вы. Но не сразу, ну все-таки, у вас есть Дмитрий Авдеенко, который прекрасно знает творчество. И по слову обрезанный. Итак, госпожа Петренко, что вы хотели сказать? А то вы сказали, что это другая игра, я вам обещал дать слово, прошу вас. Нет, это не так принципиально, просто, вот я восхищаюсь другими знатоками, которые могут прийти, сесть за стол и сразу же войти в игру и ответить на вопрос. Оксан, да вы практически основоположник этой системы. Нет, честное слово, нет. Против вас играет Марина Ананьина, город Химки. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте, господин ведущий. У вас очень интересная история. Вы начали писать вопросы из-за вашего мужа, Дмитрия Ананина, который часто играет против знатоков. И, кстати, совсем недавно его вопрос про Монпарнас признали лучшим в игре Бориса Белозера. А про скамейку штрафников был лучшим в 100-й игре Александра Друзья. Это тоже вопрос Дмитрия. Кстати, Дмитрий сегодня тоже в зале. Добрый вечер, Дмитрий. Итак, Марина, теперь мой вопрос к вам. Скажите, вы стали присылать вопросы благодаря мужу или в пику ему? Благодаря. Благодаря? Да. Скажите, а вот у нас обычно, если у нас есть семейные пары телезрители, но они обычно вместе играют. А почему вы играете порознь? Ну, мы решили, что так лучше. Знаете, такой семейный подряд. Скажите, Марина, а Дмитрий не ревнует, что ваш вопрос на финале года? Ну, так немножко огорчился, что не его. Огорчился? Дмитрий, а вы огорчились, да? Ну, немножко да. Получается, да? что ученик опередил учителя. А вы ученик, да. Нет, Марина ученик, а вы учитель. Итак, давайте перейдем к вопросу. Уважаемые знатоки, на китайском телевидении иногда можно увидеть интервью с людьми в подобных костюмах. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. Что произошло в жизни этих людей? Почему они в костюмах? Господин ведущий, у нас досрочный ответ. Досрочный ответ. Прошу, отвечает Дмитрий Авдеенко. Я так понимаю, да? Прошу, давайте Дмитрий. я это скажу, наверное. Отвечает Дмитрий Авдеенко. Просто, Александр, вы так тормозите, уже 10 секунд, минуты прошло, пока вы сказали досрочный ответ. Прошу, Дмитрий. Да, но за это время версия не поменялась. Эти люди выиграли в лотерее крупную сумму. И костюмы теперь... для сохранения их анонимности. В такие костюмы наряжают победителей лотереи. Это делают для их же безопасности.
Дмитрий Авдеенко приносит знатокам 5-е очко и дополнительную минуту на обсуждение. А счет становится 5-3 в пользу знатоков. Итак, уважаемые телезрители, отборочные игры закончены, и мы переходим к финальной части финала года. Лидером после первой части игры, давайте посмотрим на экран, стала команда Максима Паташова, которая ответила на 2 вопроса. На втором месте команда Александра Друзья, потому что они ответили на 1 вопрос, и еще у них сэкономленные минуты и играли позже. В общем, на втором месте. И третье, пока команда Бориса Белозерова. Возможно, и у нее будет шанс. А сейчас смена команды. Вместо команды Александра Друзья за стол возвращается команда Максима Паташова. Господин Друзь, но если счет станет 5-4, вы будьте готовы, вам придется вернуться за стол. Господин ведущий, мы далеко не уходим. Минус 1 вопрос. 9-й раунд. Господин Паташов, в таких коротких играх, я бы даже сказал, микроиграх, конечно, многое зависит от волчка. Скажите, на ваш взгляд, какой команде сегодня повезло с вопросами, а какой нет? Ну, нам, конечно, повезло. А какой нет? Не знаю, да нет, там примерно все вот равноценно дальше было. Ну, они и сыграли все 1-1, кроме вас. То есть вам повезло, а остальным нет. Будем считать, что повезло, да. Так вы же сказали, что вам повезло. Я же ваши слова повторяю. Ну что, сейчас может все закончиться, да? А можем идти до счета 5-5, как вы любите в этой серии доходить. Итак, по стрелке Витебск. Против вас играет ремесленник Полина Игнатьева-Круг из Витебска. Добрый вечер, Полина. Добрый вечер. Вы знаете, я с большим интересом прочел вашу анкету, и особенно мне понравился ваш рассказ о том, как перед финалом 2018 года, в котором вы принимали участие, вы тренировались разговаривать с ведущим, которого не видно, используя вместо объектива камеры дверную ручку гостиничного номера. Да, было такое. Скажите, вы с тех пор с ручками больше не разговаривали? Нет, и они мне не отвечали. В привычку не вошло? Нет. Вы знаете, это был очень трогательный рассказ. Полина, а еще спасибо вам за телеграммы, которые благодаря вам мне довелось прочитать. Мне лично запомнилась такая. Завтра день ангела тетушки Розмари. Отправь ей дюжину роз. Амали. Полина, а вам какая запомнилась? А мне запомнилась такая. Дорогой, не забудь забрать ошейник для мистера Уилберфорса. Или еще вот это. Во втором забеге поставь на лохматого Джо, а в третьем на красотку Нэн. Это, господин Паташов, всего 3 из нескольких сотен исходящих телеграмм, отправленных в течение одного вечера. Внимание, вопрос. А на какую информацию во входящих телеграммах не обратили особого внимания? Шифровка какая-то. День вторжения, день Д, может быть. Нет? Второй забег, третий. Амаха какая-нибудь. Да. 12 роз. 1-2, да? Дюжина роз, 1-2. Собрать ошейник. Непонятно почему. Кто должен был обратить внимание вообще? Слушайте, а может быть Титаник тонул на какую-нибудь телеграмму? Слушай, да. Действительно известно, что отправляли очень много мусора. Отправляли очень много мусора. Входящая про айсберг. Нормально, да. Сложная ледовая обстановка, отлично. Давайте еще. И туман, айсберг, да. То есть это очень бытовые вещи, да, не очень милые. Похож на окружение на какое-то. Англоамериканцы как. Как точно формулировать? Что-нибудь. Информацию о сложной ледовой обстановке, да. Ну, видимо, да. Чья идея? Моя идея, ну, может, она озвучится. Ладно. Хорошая, мне нравится. Мы попробуем ответить, господин ведущий, не будем тянуть. Не тяните. Юрий Филиппов. Прошу, Юрий.
Если можно, самый конец вопроса повторить. Что Юрий, я должен ответить? издеваетесь? Нет, отнюдь нет. Хорошо. Не обратили внимания на телеграмму о сложной ледовой обстановке, и из-за этого случилось крушение «Титаника» и столкновение с айсбергом. 6-3. Счет становится 6-3 в пользу знатоков. В триумфе знатоков в зимней серии и финале года приняли участие команды Андрея Козлова, Бориса Белозерова, Александра Друзя и, конечно, команда Максима Поташова. Я вас поздравляю. Но есть победители и среди телезрителей. Счет 6-3, поэтому призовой фонд делится на 3 части и получается по 1 миллиону 88 тысяч получат Николай Сущенко из Карабулака, Наталья Семенова из Москвы и Юлия Уварова из Саранска. Поздравляю вас! А сейчас, внимание! Мы начинаем церемонию награждений. Сначала приз за самый яркий ответ года. Это мой любимый приз, как вы знаете, потому что яркие ответы — это то, за что я люблю игру «Что, где, когда». Вплоть до начала зимней серии у меня был явный фаворит. Это Михаил Скипский и его ответ на вопрос о пятновыводителях. Михаил, я все помню. Спасибо. Вы придумали в последнюю секунду. Но в зимней серии яркие ответы просто посыпались, всех не перечислишь. И Сергей Николенко, и Анастасия Шутова, и Дарья Любинская. А уж Ким Галачан с Черепицей имел все шансы, но капитан не дал ему ответить свою версию. И все-таки самым ярким ответом в этом сезоне, господин Поташов, какой был? Конечно, про свинку. Михаила Савченкова на вопрос о мусорных отходах. Браво, Михаил! Получить этот приз в первом же своем сезоне в клубе — это большое достижение. Я вас поздравляю. Спасибо мне. Спасибо мне. Итак, а сейчас будет определен лучший игрок 2022 года. Господин Лихачев, прежде чем вы огласите кандидата, я хочу отметить, что, конечно, какая-то феноменальная зимняя серия получилась, и финал года 5, а если с прелюдией, когда, да, господин Черемисинов, когда сборная «Хрустальных атомов» играла 6 побед подряд у знатоков. Это что-то удивительное. Итак, кто получит «Хрустальный атом» сегодня? Ну, смотрите, господин ведущий, выбирать из 6 игроков каждый раз тяжело. Выбирать из 24, конечно же, несколько сложнее. Более того, это финал года, это своеобразное такое подведение итогов в общем зачете между всеми игроками, между командами. И, вы знаете, у меня всегда есть одна проблема в жизни. Я все время борюсь между личным и общественным. То есть нужно уметь балансировать интересы общества и не забывать про себя. И вот тут редкий случай у меня совпало, понимаете? Ну, во-первых, игра началась, собственно, с ответа Максима Поташова про спортсменов, играющих с детьми, и заканчивается ответом Юрия Филиппова. Юрия Филиппова, но этой же команды. Это первое. Второе, я так, прокручивая те игры, большинство из которых я видел в этом году, тоже произношу одну из этих фамилий, которые сейчас прозвучали. Ну и хочу напомнить, что давным-давно, в 2016 году, первый свой «Хрустальный атом» я вручил Максиму Поташову. И итак, сегодня лучший... Максим Поташов. Максим Поташов. Итак, согласно регламенту, если кандидатуру, предложенную господином Лихачевым, поддержат магистры, то решение будет принято. Если нет, придется решать мне. Господин Сиднев. Да, я согласен с этим решением. Ничего не добавите? Это первый сезон, когда Максим играет капитаном и в новом качестве. Не первый. Он проявил себя, по крайней мере, в этой команде. Господин Друзь, а вы за кого голосуете?
Господин ведущий, у меня ровно та же проблема, что у господина Лихачева между личным и общественным. И обратите внимание, что сегодня был замечательный финал, которого быть не могло, если бы не ответ Виктора Сиднева на нашей игре. Играла бы одна команда Белозерова. Я за Виктора Сиднева. Виктор Сиднев, лучший игрок 2022 года. Господин Козлов. Я не могу сказать, что я борюсь между личным и общественным, потому что это тот случай, когда у меня и личное, и общественное совпадают. Более того, оно совпадает и с вами, и с тобой. Конечно, это Максим Паташов. Максим Паташов. Господин Паташов, вы что-то будете говорить? Я буду, да. Я вообще, честно говоря, не считаю, что это моя какая-то выдающаяся серия была зимняя. Скорее, это была игра команды. А лучший игрок зимней серии, с моей точки зрения, Ким Галачян. Ким Галачян. Так, у нас сегодня, кстати, есть 3 победителя среди телезрителей. Господин Сущенко. Да. А вам кажется, кто лучший игрок? Мне кажется, Максим Паташов. Да. Госпожа Семенова, а вам как кажется? Максим Паташов. Юлия Уварова. А в этом сезоне, мне кажется, блестящую игру показал господин Савченков. Это на моей памяти это самый яркий дебют практически. Ну, может быть, у господина Паташова был такой же яркий в 94 году. Вот. Понятно. Я считаю необходимым отметить именно И сейчас? А сейчас? Максим, вы знаете, но у меня практически нет выхода, и я это делаю от всего сердца. Мне кажется, что дело не в том, как вы сыграли конкретную игру, а дело в том, как вы провели этот сезон, как вы собрали команду, которая стала сразу заметной, и вы в ней заметны, и другие игроки заметны. Знаете, как говорят, чем отличается Месси от Рональдо? С Месси все хотят играть, а с Рональдо нет. В этом принципиальная разница. Господин Паташов, у вас нет бриллиантовой совы, точнее, не было. А сейчас награда ждет вас. Итак, лучшим игроком 2022 года признан магистр игры «Что, где, когда», 4-кратный обладатель хрустальной совы Максим Паташов. И он становится обладателем бриллиантовой совы. Поздравляю вас, Максим. Уважаемые знатоки, 3 телезрителя не сыграли сегодня. Это Диана Рябкова из Пскова, Алексей Нестеров из Минска. Вы не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, Алексей, Диана. Покажите, пожалуйста, над Максимом Паташовым, это я операторам объясняю, над Максимом Паташовым стоит Алексей и Диана. Вот они. Вы не расстраивайтесь. И отдельно из мои слова Юлии Сусликовой. Юлия, я не знаю, что делать, 2-й финал года, ваш вопрос не выпадает. Ну что, еще на год? Или все-таки уже играть вам в такой игре? Как вы считаете? Итак, господин Паташов, сезон 2022 запомнится вами и вашей командой, но он закончен, и большое всем спасибо.
совершив оборот, и наступит Новый год. Звоном полночь мир наполнит, Пусть старый год нас простит и все поймет. До января остается у нас только час, последний час. Последний час декабря, замри на миг, пускай летят за моря любовь и мир, и все надежды наши пусть сбудутся наши. В последний час декабря, в последний час декабря. Кофе, наспех, двери настежь, праздник погас, разлучило утро нас. И снова в путь, время не обмануть, эту ночь нам не вернуть. Последний час декабря, замри на миг, пускай летят за моря любовь и мир, и все надежды наши пусть сбудутся наши. В последний час декабря, в последний час декабря. Пусть все надежды, и ваши, и наши, сбудутся в наступающем году. От всего сердца желаю вам этого. Вместе с артистами «Секрет» мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Уважаемые телезрители, уважаемые знатоки, с наступающим вас Новым годом! Последний